как и герой. Вырубай этот ролик нафиг, потому что он испортит твою психику. Тебе крест. Только один вопрос. За 600 лет не отсохло, встает? А? Приветствую всех. Кто такие вампиры? Вампир в европейской мифологии живой человек либо покойник, высасывающий кровь у своей жертвы. Другое название вурдалак – упырь. Данный мифологический персонаж обладает сверхъестественными возможностями, насылает на людей сон, может оборачиваться в летучую мышь, управляет поведением животных. Выходит на охоту преимущественно по ночам. Для человека встреча с вампиром однозначно опасна. Вампиры довольно известные и часто упоминаемые в мифологии разных народов персонажи. Существуют ли вампиры в том виде, как они описываются в фольклоре, до сих пор остается загадкой. Но образ мертвеца, блуждающего по ночам в поисках жертвы, встречается как в фольклоре, так и в художественных произведениях отдельных писателей и поэтов. Прообраз упырей можно найти не только в европейской мифологии. В шумеро-аккадской мифологии, истоки которой датированы еще 4 тысячелетиям до нашей эры, упомянуты акшары, кровососущие демоны женского пола, охотящиеся на беременных женщин и младенцев, в Вавилоне были известны демоны, которых называли Лилу. Они также охотились по ночам на женщин и их маленьких детей. В мифологии древних армян известно существо Даханавар-упырь, властвующий над сотнями долин. Он нападает в темноте на чужаков, которые вторглись на его земли, однако не трогает местных жителей. В Индии рассказывают о духах под названием виталы, которые вселялись в мертвецов и оживляли их, после чего данные персонажи мучили людей. В Китае известны цаньши, ожившие трупы, которые передвигаются прыжками, вытянув вперед руки. По ночам цаньши нападают на живых существ, забирая у них жизненную энергию. У народности Филиппин есть легенды о мананангалах, злобных существах с отвратительным внешним видом, обычно женского пола. По ночам их тело разделяется на 2 половины. У верхней вырастают крылья с перепонками, а нижняя остается неподвижной. После трансформации существо отправляется искать жертву, чтобы выпить ее кровь. У ингушев и чеченцев еще до принятия ислама при языческой вере упоминались убуры-духи, которые вселялись в мертвых животных, которые впоследствии пили человеческую кровь. Также прообразы вурдалаков упомянуты и в греческом фольклоре в античности. В Древнем Риме были описаны птицы, питающиеся человеческой кровью, которых называли стриксы. В Румынии упырей именовали стригоями, это были ведьмы, посылающие свои души на шабаши, а также вселяющие их в мертвецов, которые оживали и пили человеческую кровь. Многие народы описывали в мифах и легендах существ, образ которых схож с вампирами. Однозначных толкований, кто такой вампир, нет, поскольку у каждого народа данный мифологический персонаж наделяется своими собственными особенностями и возможностями. Тем не менее, можно выделить основные черты и признаки, характерные для вурдалака. Это существо, которое не стареет, однако его можно убить. Упырем может быть человек и при жизни, и после смерти. Отдельные легенды о вампирах утверждают, что им может быть более 1000 лет. Упырь живет за счет своей жертвы, выпивая ее кровь и лишая жизненной энергии. Для этого он является человеку во сне либо наяву и кусает свою жертву, чаще всего в шею. Укушенный человек теряет свою силу и быстро угасает. Часто жертва становится зависимой от вурдалака, который ее укусил, выполняет его приказы и пожелания. Люди-вампиры при жизни могут быть связаны со своей жертвой даже узами брака. В таком случае силы жертвы будут медленно истощаться, пока в конечном итоге не наступит смерть. Вурдалаки могут оборачиваться в летучую мышь, а также в других животных, чаще всего хищных. Также они могут управлять животными, собирать их в стаи и использовать такую власть для достижения своих целей. Упыри имеют повышенный сексуальный аппетит и являются отличными любовниками. Часто они соблазняют свою жертву, после чего кусают ее в интимной обстановке, оставшись наедине.
Также они имеют гипнотическое воздействие на человека, и единого мнения о месте, где живут вампиры, нет. Если человек стал упырем после смерти, их жильем становится кладбище, склеп. В таком случае вурдалак выходит на охоту только ночью, а днем неподвижно лежит в гробу. Если же человек при жизни стал вампиром, он может днем жить среди людей и практически ничем от них не отличаться. Характерный признак вампиров: они не отражаются в зеркале, а также не отбрасывают тени от падающего на них света. Или с того момента, как я принял свой нынешний облик. Думаю, с этого и надо начать. Согласны? Вы не смеетесь? С чего вы взяли? Это случилось в 1790. Жертвы вурдалаков после смерти или при жизни сами становятся подобными существами, иногда по желанию кусающих упырей. Однако эти факты о вампирах противоречивы и не всегда находят подтверждение в мифах. Упыри могут влиять на погоду, напуская на местность туман или мелкий дождь. Однако властвовать над солнцем они не в силах. Многие возможности и особенности вампиров были приписаны им в художественных произведениях, которые впоследствии повлияли на их образ в целом, наделив упырей теми или иными определенными чертами. Первый вампир огромное влияние на современный образ вампиров оказал опубликованный в 1897 году роман ирландского писателя Брэма Стокера «Дракула». Он написан в эпистолярном жанре, что дополнительно придает ему ощущение правдивости. Помимо этого, в данном произведении очень подробно описываются возможности упырей. Дракула в романе «Валашский господарь», живший еще в 15 веке. Он отличался жестокостью в правлении, а помимо этого занимался черной магией и стал первым вампиром. Он обладает огромной сверхъестественной силой, подчиняя себе других вурдалаков и ночных животных. Дракула может оборачиваться в пар, в волка и летучую мышь. Он свободно разгуливает по вечернему городу, однако не может войти в дом до тех пор, пока его не пригласят. Вампир кусает женщин, которые затем сами становятся упырями, раздает им приказания, скармливает им младенцев и творит другие ужасные вещи. История вампира Дракулы в книге Брэма Стокера заканчивается его смертью. Однако впоследствии его образ не единожды культивировался в других художественных произведениях. Его часто называли королем вампиров и приписывали ему власть над всеми остальными упырями мира. Как выглядит вампир? Внешность упырей может отличаться в разных легендах и поверьях. Это зависит от местности, в которой ходит поверье. Облик может меняться и в зависимости от каждого конкретного народного произведения. Как же выглядит вампир? Одни мифы о вампирах содержат информацию, что эти существа ничем не отличаются от обычных мертвецов, за исключением того, что они не подвергаются разложению. Также у них продолжают расти ногти и волосы, что со временем делает их внешность довольно пугающей. В других фольклорных произведениях вампиры опухают после смерти, но также не подвергаются процессам гниения. После того, как они выпьют кровь у своей жертвы, они могут молодеть. Обычно их бледная кожа становится румяной. Многие вампиры описываются как сексуально привлекательные для противоположного пола. В сочетании с гипнотическим влиянием для них не было проблемой соблазнить парня или девушку, чтобы впоследствии сделать их своими жертвами. Многие попадали таким образом в ловушку и влюблялись в вурдалаков, которые впоследствии лишали их жизни. У вурдалаков заостренные зубы, которыми они прокалывают артерию на шее жертвы, из которой потом пьют кровь. Укус вампира две характерные ранки на шее жертвы является тем самым признаком, по которому и определяют, что человек находится под влиянием вурдалака. Вампиры. Миф или реальность, споры о том, существуют ли вампиры на самом деле, не утихают и в настоящее время. Притом факты, которые могут трактоваться как доказательство о правдивости мифов об упырях, предостаточно. Тем не менее, есть и множество версий, объясняющих появление подобных поверий. Существуют различные заболевания, протекающие в тяжелых формах, при которых появляются симптомы вампиризма. Жизнь потеряла смысл.
я готов был лишиться всего. Поместья, денег, рассудка. Сколько у тебя тузов? Думаешь, я шулер? Нет, я думаю, ты грязный ублюдок. Посмотрим, какой ты смелый. Давай. Клинический вампиризм современные психиатры выделили болезнь, которую назвали клинический вампиризм. Также ее называют синдромом Ренфилда по имени персонажа из романа «Дракула». Ее симптомы таковы, что заболевший человек становится одержимым идеей питья крови у людей или же животных. В одном из судебных дел в 1974 году фигурировал некто Вальтер Лок, который прокусил одному мужчине руку, после чего собрал кровь в чашу и выпил ее. Несколько серийных убийц примерно в те же годы совершали ритуалы, которые очень напоминают поведение настоящих упырей. Они лишали своих жертв жизни, после чего пили их кровь. После поимки пресса называла их не иначе, как вампирами. Болезни и патологии. Некоторые болезни и патологии могли способствовать возникновению мифов о вурдалаках. Их течение действительно очень напоминает сюжетные линии многих легенд, а также создает все предпосылки к возникновению веры, что вампиры в реальной жизни существуют. Отдельные ученые оценивают вспышки туберкулеза как основание для мифов о вурдалаках. В этом случае больной человек постепенно терял силы и заражал своих близких. По прошествии некоторого времени заразиться могли все близкие этого больного. Так как люди имели сильную эмоциональную связь с умершим, нередко он являлся им во сне. Все эти признаки очень напоминают легенды, в которых упырь является к своим родным и отбирает у них жизненную силу, буквально затаскивает всю семью за собой в могилу. В средневековье такие случаи могли быть неоспоримым доказательством, что вампиры существуют. Другой такой болезнью было бешенство, которое вполне могло породить утвердительный ответ на вопрос, существуют ли вампиры на самом деле. Доказательства в данном случае и действительно очень убедительные. Болезнь поражает нервную систему человека, после чего заразившийся человек может вести себя неадекватно, агрессивно по отношению к окружающим. На поздних стадиях течения болезни у него наблюдается боязнь воды и яркого света. Вирус передается через слюну, поэтому укушенный больным животным или человеком имеет все шансы заразиться. Помимо этого, бешенство не лечится даже в настоящее время и при проявлении симптомов ведет практически к стопроцентной смертности. Еще одной патологией, которая могла стать убедительным доказательством, существовали ли вампиры на самом деле, является болезнь под названием порфирия. Это передающаяся по наследству болезнь, признаками которой является нарушение пигментации кожи, а также деформация сухожилий. Под воздействием солнечного света кожа у больных становится тонкой и покрывается язвами, которые разрушают хрящи носа и ушей. Около рта кожные покровы ссыхаются и трескаются, создавая иллюзию оскала и визуально увеличивая зубы, которые в результате болезни к тому же изменяют цвет и становятся коричневыми или красными. Такие симптомы больных, в конце концов, приводят их внешний вид к полному соответствию с тем, как выглядят настоящие вампиры. Если же принять во внимание тот факт, что природа болезни не была известна до последнего времени, следует признать, что ранее в том, есть ли вампиры в реальной жизни, никто практически не сомневался. Вся правда о вампирах. Вскрытие могил и мифы. Некоторые ученые называют вскрытие могил одной из причин возникновения легенд о вурдалаках. Эксгумацию проводили в целях обнаружить доказательства того, что человек после смерти стал упырем. И наблюдаемая картина могла убедить в том, что человек продолжал жить после смерти. Скорость разложения трупов может быть разной в зависимости от температурных условий, а также состава почвы на кладбище. Отдельные случаи могли навести на мысль, что мертвец не подвержен гниению и является упырем.
Также при разложении внутри туловища покойника образуются газы, которые создают давление на кровеносные сосуды, и в итоге может создаться впечатление, что у мертвеца румяная кожа. Помимо этого, когда газы выходят, может создаваться звук, напоминающий стон. У некоторых трупов по этой же причине кровь вытекает из носа или рта, что также может создавать предпосылки, что мертвый человек был кровососом. При разложении трупы деформируются, изменяют свое положение, что создает впечатление, будто мертвец был упырем и двигался в гробу, меняя положение тела. Все вышеназванные наблюдения могли привести к закреплению легенд и мифов о вурдалаках и их загробной жизни. Помимо этого, именно такие признаки описываются в ряде историй и задокументированных случаях, в которых людей обвиняли в вампиризме. Чего боятся вампиры? Хотя вурдалаки обладают сверхъестественными способностями, а также имеют нечеловеческую физическую силу, у них имеются и слабые стороны. Эти существа настолько популярны в мифологии, что можно сказать, все о вампирах уже давно известно, в том числе средства и заклинания, а также ритуалы, которые их пугают. Упыри не переносят чеснок и его запах. Это растение часто применяют как оберег от вурдалаков. Упыри боятся святой воды, которая оставляет на их коже ожоги. Также они не могут пересекать текущую воду, кроме как на закате солнца, чтобы убить вампира. В сердце ему нужно загнать осиновый кол. Иногда вместе с этим упырю отрубали голову. У цыган есть поверье, что вурдалаку в рот необходимо положить кусочек стали, а также проткнуть его сердце стальными иглами. Для убийства упыря ноги ему протыкали кольями из боярышника. Их также вгоняли в холм над могилой. Защитой от вампира был начерченный мелом на полукруг, внутри которого человек был в безопасности. Вампиры боялись солнечных лучей, которые обжигали их тело. Также с пением петухов они должны были вернуться к себе в могилу для того, чтобы умертвить вурдалака. Его тело сжигали, гроб с вампиром простреливали пулей. Если она не проходила на вылет, тело сжигали, а прах смешивали с водой и часто в качестве средства от вампиризма давали родне усопшего. Ряд мер был направлен на то, чтобы избежать появления вурдалака. А вот способы, как вызвать вампира, могли быть самые разные. Им стать некрещенный человек, умерший насильственной смертью, человек с выраженным дефектом внешности, например, с заячьей рассеченной губой или хвостом, ребенок беременной женщины, на которую посмотрела ведьма, или дорогу которой перебежала черная кошка. По некоторым поверьям, привлечь вампира могла даже долго лежащая в доме тыква или дыня. Хотя борьба с вампиром и была нелегкой, у человека были все шансы выйти из нее победителем. Достаточно было знать способы, можно было убить упыря. Тату вампира. Значения рисунка на теле упырей изображаются на теле не только из-за их эффектного вида. С учетом мифологии этих существ, такой рисунок может означать, что его носитель предпочитает ночную жизнь, отсыпаясь днем. Также тату-вампир может говорить о том, что человек живет за счет других, буквально паразитирует на окружающих. Это могут быть как материальные средства, так и положительные эмоции, способности жертвы и его время. Рисунок упыря может намекать на ощущение власти и особенных способностей человека, обладанием значительной силы. Тату-укус вампира говорит о том, что человек прошел перерождение, у него сменились ценности после какого-то события в его жизни, которое и символизирует изображенный укус. Не факт, что эти изменения были положительными, поскольку упырь в мифологии всегда опасен для человека. Существуют ли вампиры в наше время? Хотя многие люди считают мифы о вампирах не более чем суеверием, есть и современные направления в культуре, которые относятся к этому факту довольно серьезно. При этом тяжело понять, что привело к таким верованиям: художественные произведения или реальные факты из жизни. В Мексике до сих пор считается, что существует животное под названием чупакабра, которое пьет кровь домашних животных, истребляя целые их поголовья. Данные признаки дают основания для того, чтобы отнести это существо к вурдалакам. В африканской стране Малави в 2000-х годах разразился скандал с участием губернатора и других лиц местной власти. Жители обвиняли правительство в сговоре с вампирами.
В результате 4 человек толпа до смерти забросала камнями. В Румынии в начале 2000-х годов после смерти пожилого учителя, которому исполнилось 70 лет, его внучке стали сниться кошмары с участием покойного. Более того, она стала чувствовать недомогание и слабеть. Члены семьи девочки провели вскрытие могилы, после чего сожгли труп, а оставшийся пепел смешали с водой и дали выпить слабеющей девушке для исцеления. Хотя полиция и осудила вандалов, назначенные судами сроки были несущественными, что косвенно намекает на веру судей в целесообразность произведенных манипуляций. Хотя наш век и считается временем технологий и атеистических взглядов, мифы о вампирах продолжают жить и передаваться не только посредством художественных произведений, но и из уст в уста. И кто знает, быть может, такая популярность образа имеет под собой действительно реальные основания. А вы как думаете, существуют ли вампиры? Напишите в своих комментариях. До скорой встречи, Демура.